Берцу. Там радуга. Все стоят, и мы стоим. Все встали. Как интересно. Сюда Звездная Мария. Какой огроменный порог. Угу. В 50 минут отправления у него. Я не ошиблась. Это специально для машин, наверное. Угу. Это столько машин загрузилось. Да, вверху легковые, потом уже последними автобусы. Опять рой! С рук вырываются. Да, все сбежали. Теплый и дождь. Ой, какой ливень. Убегай. Сейчас еще. О, Боже. Ой. Под самую тучу. Я не хочу.
плавали большие лодки, которые перевозили почтовые кареты с лошадьми, ну и людей, конечно. Паромы стали ходить только в конце 19 века. Хорошо. Так, остров Муху, третий по величине из островов Эстонии. Его площадь 200 квадратных километров. Тут находится 52 деревни и жителей 2000. 52 деревни. Все хорошо Как меня люди слышат? живут хорошо. Всего 2000. Ага. Вы очень устали во время этой поездки? Нам еще целый день ездить. Да, вот очень Не хорошо, устали, так хорошо нормально все. настроен. Ну, не знаю, как вам с погодой по дороге были. Тут целую ночь очень сильный ветер и дождь Мы с грозой. приехали, чтобы было тихо. И, в общем, прогноз погоды тоже, что сегодня дождливая погода. Ну, пока вот не идет. Может, повезет нам на объекты. Та, которая Поселок сохранилась с Лива. 13 века. Слива, да. Слива. Ух ты, батареи сколько. Пролив и с островом Сарема, маленький пролив, надо было проехать. Ну, в общем, работы было много. Все искали. Еще надо было держать хозяйство. В общем, заняты были очень-очень люди. И земля на острове Муху, она очень каменистая. Вот островитяне этого острова, жители, считают, что у них нету леса. То, что мы сейчас видим, лес растет, он очень молодой. А если поговорить с жителями этого острова, они скажут, у нас леса нету. На самом деле им надо было лес завозить или с острова Сарема, или из материка всегда. И сейчас вот, если посмотреть на этот лес, который есть, он на самом деле очень молодой. Растительный слой тут совсем небольшой. В общем, удивительно, что даже такой лес растет. Тут и красивый лес уже. Красиво. Основан был сначала как музей Югана Смула. Это писатель. Это эстонский писатель. Или какой забор интересный фон, да? Oli juttu, että tohib kas sularahas või kaardiboks. No ma saan aru, et ei maksa.
Ничего не вижу. Есть там что-то? Яблоко есть. Вот такая хата. Что там? Хата. Лова, что ли? Вот такие домики. Камни. Между камнями ничего нету. Ни глины, ничего. Вот так они сложены. И годами, столетиями стоят. Даже транспорт есть. Вот такой. Видите? Между прочим, на них возили почту. Эту землю подарили одному жителю, и он возил почту. Ой, тут так низко. Ой, прялка, сундуки. Чего тут нету? Рыбу можно ловить, сети. Ну, домик, вот. И лбом уткнулась. А тут спальня на одного. Вот такая экскурсия по этому домику. А там большой, уже более зажиточный, наверное. Здесь, скорее всего, баня, что ли. Там уже, видите, с камня сложено все. О, тут обедали и спали здесь. Но уже здесь стены совсем другие, толстые. Каменный пол. Кровать такая сбоку. И здесь кровать. Очень интересные кровати деревянные. И стол, и книга даже. А, я смотрю, у меня сторінка по евро, да? Шкуры висят, сундуки. О-о-о. Ну, кто откроет тайну? Что это? Качать воду. Одежда Эстонии. Национальная.
Так, пойду с другого конца этого дома. Там погуляла внутри. Сейчас другого входа. Посмотрим, что здесь. О. О, прялка. О, там еще подвалы какие-то. О, как бы тут что не провалиться. Там подвалы прямо внизу. Вязальные машины. Комната. А там какие подвалы большие. Под весь дом, наверное. Pavyzdžiui, čia lieka labai juokinga. Žinokit, tikrai žinau netgi pas ką, pavyzdžiui, sode dar taip prausys. Ne, tai taip. Aš suprantu, kad namuose čia neaktualu, Bet tai šiandien ten grafikai vyksta. dalykai. O žinokit, Vien savaitėme? jo, A prie ko čia karštas vanduo šildymas? todėl, kad jeigu atingia šildymą. Čia tik vazylą gali maudytis, kur nevažiuoja, na visur deginasi. Ой, блин. А вот это что такое, я, честно говоря, не знаю. Просто для... Козла ты не сфоткала, забыла. Ой, Дед Мороз. Козел новогодний. Какой красивый мох. Прелесть. А вот эти лодки столетиями стоят так. Их нельзя выбрасывать. Их можно сжечь только на Йонине. И вот так вот. Она негодная, ее просто ставят. Но выбрасывать и сжечь просто так нельзя. А на Йонине можно, потому что это святой день. Со временем. Вот это... Ну нет, это не баня. Это коровник какой-то. Разминуться, не столкнуться повозкам. И был проезд платный по этой дамбе. За все надо было платить. И за животные, и за повозки, и за людей. В общем, на все был прейскурант. Ну, а вот постепенно ее расширяли и расширяли. Вот расширили. Так что сейчас не снижая скорости можно ехать. А вон там их полно. Но здесь не замерзают, вот они все здесь. Да, да. Длина этой дамбы 3 километра. Строили ее в зимний
зимнее время на лед заносили стройматериалы, и когда лед таял, это все опускалось на дно, подобранное самое мелкое место, где глубина была не очень большая. Мы едем по дамбе. Вон видите, машет крылышками. Много их там. И вон сколько их там, целая стая. Мгм. Они, может, на зимовку сюда прилетели. Возможно. А возможно, там рыбка. Вон радуга какая. Глянь, вон, Ага, вижу. увидела я наконец. Ну, Это добро. но лебедей много здесь. Ну вот, дамба закончилась, надо полагать. 3 километра. Нет, с этой стороны еще море. Его площадь около 2700 квадратных километров. Трава тут растут, остров Сараба тоже. Каждый год и берега острова меняются. В общем, в площади острова растут леса. 30% составляют болота. Обрабатываемой земли сравнительно мало. И обрабатываемые поля больше на южной части острова, а леса вот как-то расположены больше на северной части острова. Растительность тут в основном хвойные растения. Вообще на территории Эстонии растут 1600 разных растений, 1200 на острове Саарема. И есть такие, которые только на этом острове и нигде больше в мире не растут, только тут. Это такое маленькое растение, травка, сарамасский погремок называется он. В общем, эта травка растет и в других местах, но сарамаска отличается тем, что стебелек пушистый у этой травы, которая тут растет. Очень много орхидей, диких орхидей, аж 35 сорт орхидей. Ну, они расцветут в разное время, начиная с мая месяца и до конца лета. В общем, можно еще найти тут цветущих орхидей. Мы Богато этот орхидеи остров. вымерзли Что почти касается на улице. лесных ягод, то тут находится все, что есть в Литве. В этих лесах и грибами тоже эти леса очень богатые. В общем, Собирать-то всё, некому. Есть. Что касается зверей, то начиная белками и кончая лосями, тоже тут водятся. В этих лесах водятся. Не водятся тут что? Медведи. Хотя медведей немало на территории Эстонии, но они там на юге-востоке больше Эстонии находится, в той части. Много кабанов, а косуль очень много. Вот когда ездишь по этим дорогам,
Ой, какой камень красивый. Для отделки помещения этот камень такой идет. Ну, прямо так и хочется гладить. Камушек такой. Да, этот камень. И вот для отделки. Видишь его? Красота. Ты мимо прошла, не видела. Вот видишь? Это тот камень, который для отделки, именно внутренний. Но они построили церковь. Они церковь построили, и ничего. Камень оказался твердеет от времени. Ну вот, и дождь закончился, когда мы постояли под крышей. И толком никуда не сходили.